Всем привет! Сегодня готовим замечательную закуску для праздничного стола – нежнейший паштет из куриной печени. Готовится паштет из самых простых ингредиентов. Подаем на ломтике поджаренного хлеба с кусочком огурчика и помидора. Замечательная закуска! На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию – блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для приготовления паштета мне понадобится куриная печень, примерно 600 граммов, одна довольно крупная морковь, 2 средние луковицы, сливочное масло 80 граммов. Буду добавлять в паштет немного жирных сливок, 33%, примерно 45 мл. Цедра лимона. Здесь у меня пол чайной ложки цедры. Она придаст особый вкус паштету. Также буду добавлять черный перец и соль по вкусу, 1 чайную ложку сушеного чеснока и четверть чайной ложки мускатного ореха. Сейчас порежу морковь. Морковь можно порезать довольно крупными кусками, так как мы все равно все будем измельчать. Порежу лук. Лук порежу четверть кольцами, тоже довольно крупно. Я включила разогреваться сковородку. Добавляю немного растительного масла. И также добавляю кусочек сливочного масла. Теперь отправляю на сковородку морковь. Морковь надо слегка притушить, чтобы она стала мягче. Жарим таким образом морковь примерно пару минут. Посмотрите, морковь у меня уже стала мягче. Именно когда обжариваете морковь на смеси сливочного масла и растительного, она дает вот свой такой прекрасный цвет. И сейчас на сковородку я отправляю лук. Лук надо протушить до прозрачности, его не надо обжаривать. Все я готовлю сейчас на среднем огне. Лук тоже притушился, стал вот такой красивый, прозрачный. И сейчас в сковородку добавляем печень. Закрываю сковородку крышкой. И так печень я буду жарить примерно в течение 7-8 минут. В процессе приготовления поднимаем крышку, печень обязательно перемешиваем. И также сразу в сковородку я добавляю сушеный чеснок, соль, мускатный орех. Перемешиваем. И также, конечно, добавляем черный перец. По вкусу перемешиваем. Закрываю крышкой и продолжаю тушить. Печень уже готова, и я ее снимаю с плиты. Не перетушивайте печень, чтобы она оставалась нежной и не была сухой. Перекладываю печень с луком и морковью в миску. И как видите, я не добавляю сок, который образовался с печени, когда она тушилась, жарилась. Добавляю в миску сливочное масло, которое у меня осталось. Добавляю цедру лимона. И добавляю сливки. Теперь хорошо все измельчаю погружным блендером. Посмотрите, я очень хорошо измельчила паштет, но тем не менее здесь попадаются еще вот такие кусочки. Конечно, очень многие любят именно вот в таком виде паштет. Я сейчас хочу сделать такую праздничную подачу паштета, и поэтому он должен у меня быть совсем такой гладкий и шелковистый. Поэтому сейчас паштет я еще пропущу через сито. Но на этом этапе также обязательно попробуйте паштет на вкус, чтобы хватало соли, перца и других специй. У меня паштет получился изумительный на вкус. Паштет перекладываю в сито. И я всем рекомендую, обязательно добавляйте в паштет лимонную цедру.
придает просто невероятный аромат. Хорошо протираю паштет. Лучше это делать деревянной ложкой, так намного удобнее. Я перетерла весь паштет через сито. Посмотрите, какая получилась очень красивая однородная масса. Конечно, как я уже сказала, можно этого и не делать, но мне кажется, паштет именно в таком виде получается наиболее вкусный и нежный. Если вы будете хранить паштет в холодильнике, отправляйте его в чистый герметичный контейнер, и можно хранить в течение пары дней, не больше. И, конечно, подавать паштет можно прямо из холодильника, намазывая его на хлеб. Это очень вкусно. А сейчас я покажу подачу, которую я предлагаю для праздничного стола. Но сначала надо дождаться, когда паштет остынет. Чтобы паштет не потемнел и не заветривался, я его закрываю пищевой пленкой прямо в контакт поверх паштета. Паштет постоял у меня немного в холодильнике. Он уже полностью холодный. И для моей подачи я перекладываю паштет в кулинарный мешок. И сейчас я покажу пример подачи паштета. Конечно, вы можете подавать так, как вам нравится. У меня здесь ломтики поджаренного хлеба. Сверху выкладываю кусочки огурца. Я их тоже вырезала фигурно. Сверху на огурец выдавливаем паштет из мешка. Я использую насадку «Закрытая звездочка». Сверху устанавливаю помидор черри, разрезанный посередине. И украшаю небольшой веточкой петрушки. И тарелку я украшаю ростками молодой капусты. Друзья мои, закуска такая простая и такая красивая. Я сейчас попробую. Закуска получилась великолепная. Такой нежный, ароматный паштет, хрустящий огурчик, поджаристый хлебушек. Это просто здорово. Я не знаю, я вообще очень люблю паштет из куриной печени, но этот паштет, всем паштетам паштет. Обязательно приготовьте. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!